What is love? Bong diggy 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 bong diggy bong. I gotta warn you, Max, don't have sex with your ex. 1-2, Polizei. Приветствуем всех любителей танцевальной электронной музыки периода 80-х, 90-х и нулевых годов. В нашем третьем ролике мы расскажем о таком проекте, который мало что успел выпустить, но заимел большую популярность и множество ремиксов, каверов и перевыпусков всего лишь одного хита, который знают очень многие, даже не особо знакомые с евродэнсом. Итак, наш рассказ о моду. Поехали. Фабио Фрителли родился 24 июля 1966 года в городе Монфальконе в Италии, в семье учительницы австрийского происхождения Сильваны и итальянца Грациано, работающего переводчиком с немецкого в одной крупной компании. Музыкальную карьеру Фабио начал в группе Blue King. В 1988 году издается их трек «Dentro Me» с его вокалом на пару с Лауро Клементе на сборнике «Ритми Урбани». Далее он покидает группу и присоединяется к другой, играющей хард-рок, Валиди Алиби, в качестве бас-гитариста, но также без особого успеха. Он покидает ее. 26 ноября 1992 года выходит виниловая пластинка проекта FEF Энола Гей. И нет, это никак не связано с ЛГБТ, это название бомбардировщика, сбросившего бомбу на Хиросиму, названное в честь матери пилота. Итак, FEF – троица музыкантов, состоявшая из Пьеро Пизул, Клаудио Зенаро и Фабио Фрителли. А сам сингл – это техно-кавер на группу OMD – Orchestral Manoeuvres in the Dark 1980 года, написанный Энди Маккласки. На обложке CD и винила можно заметить фото самого Фабио, так как в это время он работает моделью в таких известных брендах, как Dolce Gabbana, Versace, Jean-Paul Gaultier, Armani и так далее. Сотрудничество и стилистика техномузыки очень впечатлили Фабио, а к тому моменту весьма плодовитый музыкант и продюсер Клаудио Зенаро задумывает еще один проект, и они договариваются, что вокалистом будет в нем Фабио. Проект называют МОДО, это сокращение двух слов. Монфальконе, местечко, где родился Фабио, и Доменика, воскресенье, его день рождения. Клаудио собирает свою команду музыкантов и продюсеров, названную Einstein Corporation, в составе Марио Пиноза, Фульвио Зафред и Серджио Портолури, они же Пластика. Все они очень опытные музыканты, скажу так, что они писали синглы таким известным звездам, как Сабрина и Африка Бомбата. Да, и по секрету знаменитый хит «Формула» от диджей Визаж написан именно этой командой. Schumacher. Dramatik in der Box. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher 20 Sekunden vor. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5,5 Sekunden und Schumacher ist wieder im Rennen. Итак, первый сингл с вокалом Фабио и музыкой от Einstein Dr. DJ вышел в свет 16 мая 1994 года под названием «1-2, Polizei». Это детский стишок, который для Фабио ему читала бабушка Мерсед перед сном. Под техномузыку, вдохновленную такими старыми хитами, как «Der Kommissar» от Фалка 1981 года, и «Да-да-да» от Трио 1982 года.
Он взрывает танцполы, хит-парады и радиостанции. Кстати, Клаудио был хорошим другом у владельца итальянской радиостанции Italia Network, и поэтому трек не сходил с эфира долгое время. Помимо оригинального сингла выпускаются диски Remixes и US Remixes с миксами от Mesa Tech и The Hetman. Для съемок видеоклипа и концертных выступлений в Модо приглашают двух танцовщиц: 25-летнюю бывшую медсестру Барбара Бепси Кузин и 18-летнюю лингвистку студентку Мануэла Кассанджа. Немного о проекте FEF. В то время, пока Фабио и Клаудио с головой ушли в Модо, остальные участники проекта подхватили их забытую идею и выпустили еще два сингла от этого имени: Feeling Your Love в 1993 году и Get Your Freedom в 1994 с их давним другом и вокалистом Дэвид Сион. 27 октября 1994 года выходит второй сингл Super Good, а также диск с ремиксами к нему. В написании сингла участвовали все те же лица, кроме Марио Пиноза. Его заменил Гвидо Брецевич, он же Гвидо Минео. Идея видеоклипа была от Фабио. Ему в детстве снился сон, что он находится в комнате с высокими стенами и ходил по потолку. Эту идею осуществили, снимая первый день в обычном виде комнаты, а во второй перевернув ее вверх тормашками. 7 февраля 1995 года выходит полноценный альбом под названием Was ist das? Все слова к песням написал лично Фабио. Он прекрасно владеет немецким языком, и не мудрено, ведь его бабушка свое детство провела в Вене, отец переводчик с немецкого. В школе он учил немецкий, плюс часто тусил на курорте Линьяно на Адриатическом море, где летом очень много туристов из Германии. Марио Пиноза, кроме Ein zwei Polizei, также принимал участие в треках Für dich my love и Das Konzert. В альбом добавлены ремиксы на Super Good, Vivo Remix и Ein zwei Polizei Extended Remix, где присутствует дополнительная строчка к стишку с цифрами 9 и 10. Весь женский вокал в альбоме и ремиксах принадлежит певице Федерико Мичелли, чей голос можно услышать в треках Einstein Dr. DJ. Ах да, немного о нем. Как вы уже поняли, это основной проект Клаудио Ценаро и его команда музыкантов, тех же, что и в Модо. Они параллельно выпускают новые синглы, но менее популярные, чем с Фабио. Сам Einstein Dr. DJ существует с 1991 года, где основной вокал исполняет сам Клаудио. В 1994 году у них выходят синглы Electro Woman и Automatic Sex с вокалом той самой Федерико Мичелли. Так вот, в живых выступлениях Модо часто исполнял трек Automatic Sex от Einstein Dr. DJ своим голосом. Automatischer Sex. Automatischer Sex. Automatischer Sex.
24 апреля 1995 года выходит сингл «Гема Танцем», резко отличающийся текстом и музыкой от альбомной версии. Интересный факт. За 2 года до проекта Модо Фабио познакомился в диско-баре «Пикап» с барменшей по имени Катя, 26 лет. Из-за загруженности в работе он все реже с ней виделся. Но практически на каждом немецком сингле он упоминал ее имя. Geh mal tanzen, ja, ja. 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 Фабио прекращает сотрудничество с Sunshine Corporation по причинам, о которых мы можем только догадываться. Последнее его творение – это помощь в написании трека 24 Monkeys совместно с Зафредом и Порталури. Далее Фабио объединяется с Давид Ризатти и Рикардо Перси, чей основной проект «Рамирес». 29 января 1996 года они выпускают сингл и видеоклип «Sex Bomb Twist». Новые смены стилистики в музыке и более англифицированные текста повлияли на то, что он с треском провалился. И это был последний официальный сингл Модо и Фабио. 1998 году выходит сингл «Рамирес» для Musica Tremenda. Это ремикс на их хит 1991 года. Ризатти и Перси в компанию Эльвио Муратто записывают вокал, Фабио для версии Zeit Bereit данного ремикса. В 1999 году выходит сингл ремиксов на Ein Zwei Polizei от продюсерской команды Supernova Team, где основными радиовыми версиями были 99 Remix и Happy Club Mix. А в 2000 году Ein Zwei Polizei получает версию мода фитинг Маурицио Феррара от DJ Tom Stevens, он же Стефан Томаси, и австрийской команды Discotronic Томас Грейсл и Стефан Дойч. В период 99-2000 годов издавался сингл Модо Супер Диско Кибер Диско. Это попытка перезапустить проект уже с популярным известным названием, без присутствия Фабио, лейблом, имеющим права на творчество Модо. Сингл был написан DJ Trex, Кристиан Хорнбостел, DJ Drex, Марвин Саша и Ксеноморф, Мишель Гагио. Его детище известный проект DJ Icon и при попечительстве самого Марио Пеноза. Возможно, именно из-за него название осталось Модо. Также был диск с ремиксами, заглавным из которых был Beam vs. Cyrus Remix. В 2003 году Фабио Фрателли снова объявляется в шоу-бизнесе. Он совместно с Франческо Контантадини выступает как сопродюсер сингла Джанни Калетти, фитинг Ал Кастеллано, Love to be Free. Также вместе с ним выпускают сингл Space 1999. Танц mit den Roboten с вокалом самого Фабио. Трек очень похож на Модо образца 1995 года. 30 мая 2008 года выходит еще одна версия Ein Zwei Polizei фитинг Band Bros, написанная Фрэнки Би, он же Фрэнк Брауэр, и О Майнд, он же Олаф Крюэгел.
Также на диске присутствовали ранее выпущенные ремиксы от Plutonium Boys и Flo Fila. Ведя клубную жизнь, иногда выступая на танцполах со старыми хитами, изредка работающий как диджей, включающий музыку, или просто как заводила вечеринки, Фабио Фрителли более не участвовал в музыкальном шоу-бизнесе. 6 февраля 2013 года в возрасте 46 лет он был найден мертвым в своем доме в городе Удин, где были написаны его всем известные хиты 94-95 годов. Официальная причина смерти – суицид, по одной из версий – из-за раковой опухоли. 8 мая 2014 года выходит кинокомедия от режиссеров Мария Эрика Пачиелло и Фернандо Моргини под названием «Секси Шоп», где Фабио участвовал перед смертью в эпизодической роли агента порнозвезды. В 2018 году выходит сингл KJ Freak Plays Modo Ein Zwei Polizei 2013 ремикс. Еще одна версия хита, написанная Франческо Контантадини, с кем Фабио работал вместе в 2003 году. Последняя на данный момент версия хита вышла 4 марта 2019 года под названием Umet Posten X Modo Ein Zwei. Einer dir 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Проект Modo был мега популярным в свое время и последующие долгие годы со своим главным хитом Ein Zwei Polizei. Помимо основных ремиксов под маркой проекта было много версий других исполнителей. Давайте бегло пробежимся по самым значимым официальным ремиксам на этот хит. Виниловая пластинка Modino, выпущенная в 1994 году всей командой музыкантов из Modo. Это детская версия их хита. Вокал принадлежит 9-летнему Мишель Модини, от этого и название проекта, который бегал в студии и был замечен самим Фабио. Также в группу входили Елена и Чиара. Гидодо Ein Zwei Diarrhea, голландская шуточная перепевка 1994 года, написанная Ян Тен Хопен и вокалом Мона Босс. Третий сингл 1994 года Inner Kneipe Ein Zwei Soufflé. Это немецкий кавер, написанный Камилой Гюнтер. Интересный факт, что бисайдом на сингле имеется трек Inferno, написанный Вайндом и Майнцем. Это музыканты из группы Max, как бы намекающий, причем участие был выпущен весь сингл. В 1995 году выпускаются два трека от Macei Jamroz. Первый — польская версия Jamroz Ein Zwei Drei Polizei и вольный трек, основанный на этой теме, диджей Lobus Антиполицей. Также в 1995 году выходит еще один кавер Dietmar Barr
Рейнер ЛФБР, Ханси Купер, Эйнслей Зуберей на данном сборнике, посвященный голу, забитому Ларсом Риккеном в матче Боруссия Дортмунд против Депортиво Ла Коруна на УЕФА Кап 6 декабря 1994 года. В 2003 году выходит мощный кавер Slap Fitting Real, переписанный Гербертом Риндером, он же Бертолсон, при вокале от Real. В 2004 году выходит альбом Hampton в Хэмпстон Ди Делду. На нем находился трек «Ein zwei Polizei», написанный еще в 2002 году. Уж если не смурфики, то хомячок. Также в 2004 году выходил сингл Джиджи Д'Агостино и Пандолфи «Gigi's Goodnight», где был взят сэмпл из «Ein zwei Polizei». В этом же 2004 году выходила виниловая пластинка «Icon Polizei», основанная на тексте оригинала. В 2007 году московская группа DBS Deutsche Britennis Snaz пишет свой кавер, вышедший на альбоме Decadence. Также в 2009 году выходит еще один кавер Die Autohunger, они же Йорк и Драгон, Молотвин. В 2010 году выпускается сингл от Remove «Ein zwei Polizei», основанный на тексте оригинала. В 2011 году выходит киношный саундтрек Blues Brothers Die Mucke zum Film с треком Hol Deutsch die Polizei от Sido и B-Type, где проигрывается основная тема оригинала. В 2012 году на альбоме Emergency Alert System от Worms выходит еще один кавер. Также в 2012 году выходит кавер от Mobo, он же Modern Boy. В 2014 году на альбоме Reality Check от Space Buddha vs. Toasted был трек Modo, трансовая композиция, основанная на «Ein zwei Polizei». В 2015 году выходит трек с сэмплом DJ Maxwell и Хелис DJ, Сирена Спенте, а также Spirus, Ein zwei Polizei, Доктор Пикок ремастер. В 2016 году выходит песня Ein zwei Polizei группы «Голос Америки» об этом сингле, который войдет в альбом «Супер». В 2017 году на основе хита был создан сингл «Полипсай» от Роб и Крис. В 2019 году выходит «Get Lost» от Дастин Херц, Клейтон Кэш и Дерик с измененным текстом в духе Ein zwei Polizei. В 2020 году на альбоме Grün от Die Draufgänger был Country, кавер на Ein zwei Polizei. В последней части взглянем на синглы, похожие по звучанию и по духу на стиль Modo. Опять же возьмем самые более-менее известные и оригинальные. Итак, начнем с 1994 года. Вдохновившись популярностью Modo, выходит сингл «Да-да-да» и «Шлип диш нихт» от Duo. Это Еврохаус-переделка их трека 1982 года, которая в свою очередь является кавером на группу Trio. Основанная на Modo, также выходит сингл «Дуду да-да» Die Post ist da. Это от итальянского проекта Club Amadeus. А теперь встречайте швейцарский релиз с вокалом от Beat Paul и Шунду от проекта Mr. Trash.
Ich und du spielen in der Kuh. Ich und du spielen in der Kuh. А вот и похожий на Фабио Фрителли Тарзан от итальянского проекта Экспресс с синглом Ich Tarzan, du Jane. Wir gehen in den Dschungel, da kann uns keiner sehen. Ich, Tarzan, du, Jane. Wir gehen in den Dschungel, da kann uns keiner sehen. А теперь слушайте немецкий проект Доктор Роберт с синглом Элли Мелли Мю. Кстати, в 2014 году они снова выпускают свой сингл, и тоже в духе модо Фалери Фалера. Jeder ist dabei. Jeder ist dabei. А это итальянский проект DR Demon с винилом Get Out, практически в 100% духе модо. В 1995 году все еще популярная тема модо, и выходят такие синглы как польский сингл Амадео от проекта с таким же названием. А также русский проект из Германии Джерер выпускает сингл Year as Get Lost. Сабрина и музыканты из проекта Модо Зафред, Пиноза и Порталури после выпуска сингла Рокавилли 1994 года в 1995 году выпускают для нее второй совместный сингл Angel Boy, где присутствует Angel Mix с музыкой точь-в-точь как у Модо. В 1996 году продолжается та же тема. И выходит сингл Der Kommissar от Xander, где один из продюсеров Контандини. Да, тот самый, что в будущем будет работать с самим Фабио Фрителли. Трек основан на сингле от Falco, но в духе модо. В этом же году польский проект Project 96 записывает трек Kraus Panzerfaust для альбома Климаты. Неожиданно в 1998 году выходит трек от австрийского проекта DJ Piccolo Ein, zwei, drei, vier в давно забытом стиле модо, радуя своим звучанием фанатов данного проекта. Итак, наша история о проекте модо, Фабио Фрителли и их наследии подошла к концу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски о других группах. Ставьте лайк, если понравился ролик. А также пишите в комментариях, если мы где-то что-то упустили из истории или допустили какие-то неточности. До встречи! 1